Всем добрый день! Сегодня я буду вязать вот такую красоту. Вот такие вот слитки спицами. Полностью все связано лицевыми петлями, платочной вязкой. На размер 38-39 они у меня будут. Вязание начну с мыска. Потом сделаю обвязку. Перейду на подошву, провяжу подошву. Наберу петли, боковые стороны провяжу. Провяжу полотно до пятки, закончу пяткой и сделаю обвязку. Также для вязания мне понадобятся спицы номер 3, номер 2,5. Пряжа у меня это турецкий акрил Картопу Флора. В 100 граммах 240 метров. Можно вязать любой подходящей пряжей. Если метраж подходит к моему, то мои расчеты вам тоже подойдут. Значит, цвета у меня какие были. Белый, вот такой зеленый, желтый и вот такой один темно-желтый вот для серединки цветочка. И основной цвет у меня синий. Сняла с манекена. Значит, в процессе вязания я все связанные детали буду измерять в сантиметрах. Значит, вот у меня до мыска 23 сантиметра. Пускаю еще пару сантиметров на растяжку. Сейчас вам даже могу замерить сразу в готовом виде мысок. 9,5 сантиметров, 9. Значит, по размерам, если размер нужен меньше, будем убавлять по длине на пару рядов, по мыску 36-37 на пару петель также можно убавить. Если размер больше 39, добавим, потом я в процессе вязания буду опять это говорить, по полотну еще добавим пару петель, сделаем немножко его пошире. Значит, у меня на 38-39 он вышел, примерила, все отлично. Перехожу к вязанию сейчас. Так, смотрите, вязание я начну вязать. Вот я схему нарисовала, это у меня рабочая схема. Оригинал схемы выведу на экран. Я ее немножко урезала, потому что она была широковатая. Значит, мысок я начну вязать с 14 петель. В каждом лицевом ряду буду делать в начале и в конце ряда по одной добавке. Провяжу 1, 2, 3, 4, 5 полных рядов. Будет у меня 22 петли. Следующий ряд вместе с добавкой 23 петли. И я начну вязать узор. Всего в ширину у меня будет 28 петель. В высоту у меня будет 29 рядов. Как я уже сказала, размер 36-38 оставьте в ширину 26 петель. Ну, опять же, если в сантиметрах вам эта ширина подходит, вяжите также. Ну и высоту вот можно закончить на 1-2 ряда меньше. Высота мыска 12 сантиметров. Отвяжу мысок, еще раз его замеряю. Так, на спице номер 2 и 5, 2,5, обычным способом я набрала 14 петель. Далее первый ряд провязываю все лицевыми петлями. Кромочную тоже я провяжу лицевой в начале. Все до конца провяжем лицевыми. Это у меня будет изнаночная сторона. Следующий ряд, лицевая сторона, я начну делать прибавки. Так, кромочную провязала, изнаночная. Далее вяжем по лицевой стороне. Первую снимаю, вторую провязала, одну прибавила. Прибавлять можете любым удобным для вас способом. Я вот так вот набрасываю, прибавила. Опять продолжаю все вязать лицевыми петлями. И в конце ряда, не довязывая 2 петель, сделаю еще одну прибавку. Вяжем плотно, петли не вытягиваем. Осталось 2 петли, одну прибавила. Лицевая и кромочная, изнаночная. Перешла на изнаночную сторону. Изнаночная сторона у нас все время будет вязаться без изменений. И в начале, и потом, когда будет у нас узор, мы изнанку вяжем по узору. Так, провязываем изнанку всю лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем. Первую снимаем, вторую провязываем. Следующая у нас идет
добавка, накид вот такой. И вяжем до конца ряда опять все лицевыми. Вяжем осок, расширяем. Значит, расширим будет 22 петли. Следующий ряд 23 с накидами. В этом ряду, как я уже говорила, начну вязать узор. Две петли осталось. Одну добавила. Лицевая и кромочная, изнаночная. Перешли на изнаночную сторону, вяжем без изменений. По лицевой делаем прибавки. Так, провязала я 1, 2, 3, 4, 5. Вот у меня 5 зубчиков, 5 изнаночных дорожек получилось. И на спице сейчас 22 петли. Следующий ряд я начинаю вязать первый ряд. Это будет у нас узор начинается. Смотрите, у нас тут узор должна быть после кромочная петля зеленого цвета. Поэтому я сейчас сразу с изнаночной стороны провяжу, прикреплю до кромочной зеленый цвет. Последнюю петлю провяжу зеленым. Так будет удобнее. И далее вяжем по схеме. Учимся вязать по схеме. Кто со мной не первый день, те уже приблизительно знают, как вязать такие узоры лицевыми петлями. Значит, узор меняется только по лицевой стороне. По изнаночной стороне мы все вяжем по узору. Каждый цвет над своим цветом, лицевыми петлями, ничего не изменяя. Я первый ряд пройдусь изнанку, первый, второй ряд, потом уже будем вязать самостоятельно. Значит, сейчас у нас одна зеленая, белый цвет пустые, вот эти вот клетки. Это основной цвет у меня синий, серый, как я уже говорила, это у меня белый, ну а желтый, зеленый, понятно, да? Значит, вяжем. Так, я схему уберу, потому что у меня ракурс будет падать. Первую сейчас снимаю, следующая зеленым цветом провязываю. Одна зеленым цветом. И одна у нас идет добавка. Я узлы потом подвязываю, буду зачищать и завязывать в конце вязания. Сейчас я просто нити так оставляю. Так, сейчас одну добавили. Ой, не в ту сторону добавила. Одну добавила. Далее 2 петли белым цветом. Опять подвязываем белый цвет. Провязываем 2 петли белым цветом. 3 петли синим. Значит, здесь смотрите, что вот эти вот нити перебрасываем. Желательно, чтобы это все шло в одном направлении. То ли сверху перебрасываем, то ли с-под низу. Хотя, конечно, в процессе вязания можно и сверху, и снизу перебросить, ошибиться. 2 белым провязали. Далее 3 петли основным провязала. Далее опять 2 белым. Не затягивайте сильно. Сильно свободно не бросайте и сильно не затягивайте. Провязали 2 белым. 2 петли основным цветом. Одна белым. Далее 3 петли основным цветом. Одна зеленым. Вот поэтому мне нужна отдельная нить, потому что зеленый остался далеко. И такую протяжку большую мы делать не будем. Подвязываем еще один зеленый цвет. Одну петлю провязали зеленым. И все оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. И в конце ряда делаю одну прибавку. Это у нас первый ряд. 1, 2, 3, 4. Одну добавили 5, 6 и 7 у меня кромочная. Теперь переходим на изнаночную сторону. Заканчиваем этот первый ряд по изнанке. Изнанку вяжем, как я сказала, без изменений. Первую сняли. Все провязываю лицевыми. Петли не вытягивайте, иначе будет узор растянутый. Поэтому я вот могу закрывать пальцами, потому что я и петли придерживаю, чтобы они не растягивались. И нитки. Так, теперь, что у нас дальше по узору идет? Зеленый цвет. Нить перебросила, перетянули, провязали одну зеленым.
Далее опять у нас 3 синих. Провязали 3 синим. Одна белым. Провязали. Далее опять у нас 2 синим. Провязали. Что у нас тут? 2 белым. Провязали. И так до конца ряда. Вот так вот вяжу изнаночную сторону. Так, довязываем ряд до конца. Все, опять 2 белых. Одна синяя. И в конце у нас зеленый цвет. Довяжу зеленым цветом сейчас. Так, далее. Следующий ряд. Второй ряд. Что у нас здесь идет? Смотрите. Еще одна добавка. Значит, 2 петли. Это кромочная. И следующая основным цветом. Это кромочные петли, но вот в некоторых узор, получается, входит в кромочных. 2 петли основного цвета, 2 зеленым, 3 белым и так далее по схеме. Так, вяжу второй ряд. Поэтому вот смотрите, кто не знает, как вязать по схеме, потому что провязать 20 и более рядов вслух это тяжело очень. Начало вот я сейчас показываю, как это вяжется, ну и далее уже самостоятельно. Первую сняла. Так, что у нас по схеме? Вторая идет голубым цветом, основным, синим, голубым. Так, здесь петлю перебросила. Вторую провязала. Дальше 2 зеленых. Значит, у нас должна быть добавка. Одну добавляем зеленую и одну провязываем лицевой. Провязали. Дальше 3 петли белым цветом. Где тут у нас белый цвет? Три белым провязали, одна основным цветом. Так, одна основным цветом. Подождите, сейчас я сюда линейку. Я же вам диктую, сижу, вот смотрю в схему и вам диктую. Одна основным цветом. Далее 3 петли белым. Одна основным цветом. Две петли белым. Три петли основным цветом. Одна зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом, у меня синий. И в конце ряда делаю одну прибавку еще. Так, осталось 2 петли, одну добавила, одну лицевую провязала и одна изнаночная. Все. Так, это у нас был второй ряд, закончили. Переходим на изнаночную сторону. Как я вязала в первом ряду, изнанку показала, точно так же провязываем весь изнаночный второй этот вот ряд до конца без изменений. По изнаночной стороне вяжем все по узору. Синий над синим, белый над белым и так далее. Провязываем, нити перебросили, подтянули здесь, придерживаем это все, провязали, опять нить перебросила и вяжем дальше до конца.
Так, довязываем изнаночную сторону до конца. Предпоследняя основным цветом, и последнюю я провязала также основным цветом. Далее перешли на лицевую сторону. Что у нас по схеме идет? Третий ряд узора. Смотрите, опять еще раз вернусь к схеме. Так, видно, видно. Давайте вот так вот все сделаю. Третий ряд. Здесь у меня будет последняя добавка. Последняя добавка 28 петель. Значит, если размер, как я говорила, 36-37 и меньше уже мысок хотите сделать, убавьте вот по одной петле. Ну, конечно, схему можно переделать заново. Я бы убавила вот 2 петли именно с этой стороны. Но с каждой стороны вот убавить по одной петле. Здесь получается в ромашке тогда останется вот эта вот белая петля, будет кромочная. Ну ничего страшного, это такой абстрактный узор. Значит, сейчас сделаю с вами последнюю добавку, провяжу еще немножко, далее будем вязать самостоятельно по схеме. Основное, как это вяжется, показала, сказала, рядов много. Так, третий ряд. Первые 4 петли вместе с прибавкой провязываем основным цветом. Вяжем. Первую снимаем, вторую провязали, одну прибавили, еще одну провязали. 4 петли основным цветом у нас на спице. Далее 2 петли зеленым, подняли зеленый цвет, 2 петли белым, одна основным цветом, далее опять 2 петли белым, одна основным цветом, три петли белым, три петли основным цветом, одна зеленым, далее что у нас идет? 6 петель основным цветом, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь у нас должна быть прибавка, и она у нас должна быть белым цветом. Так, что мы сейчас сделаем? Так, взяла белую нить, подвязала сейчас ее. Вот. И теперь белым цветом я сделаю одну прибавку. Это в начале, пока идут прибавки шли, немножечко могут быть сложности. Так, одну прибавила, и оставшиеся 2 петли провязываем синим цветом. Все, прибавки закончены. Далее пойдет все как по маслу. Вяжем все по схеме. Переходим сейчас на изнаночную сторону. Вяжем без изменений. Первую снимаем. Вторая у нас синим провязали. Следующая у нас белым цветом провязали. Не теперь и тянула здесь. Далее у нас опять идут синим цветом идут. Ах, я петлю упустила. Провязываем по узору всю изнаночную сторону. Закончила вязать третий ряд. Следующий четвертый ряд. Продолжаем вязать по схеме. Так, первые 3 петли вместе с кромочной провязываем основным цветом. Первая, вторая, третья провязали. Далее 2 петли белым, одна зеленым, 5 петель белым,
1 петля основным цветом, синий цвет, у меня 1 синим, далее 2 петли белым, 1 зеленым, 1 петля зеленым, зеленый цвет остался далеко, обратно протянуть. Вот так вот я подвяжу, 1 зеленым провязали, далее 4 петли идет у меня синим цветом основным, 1 петля зеленым, 2 петли основным цветом, 2 синим провязала, далее 1 белым, здесь вот так вот сделаем, 1 белым, 2 петли синим основным, 2 петли белым, и последняя у нас осталась кромочная, я ее тоже провязываю белым цветом, какая нить последняя петля у меня была, тем цветом кромочную провязываю. Все, 4-й ряд, возвращаемся по изнаночной стороне, заканчиваем по узору. Вот так это все вяжется, все лицевыми петлями. Каждый цвет над своим цветом по изнанке, а по лицевой стороне по схеме мы меняем узор. Так, синим провязали, опять белым провязали. Что у нас дальше идет по узору? 2 синим нити перебросила, провязала, еще раз пройдусь изнанку. Далее у нас идет 1 зеленая, опять ниточку перебросила, подтянула, провязала. Далее 4 синих провязываю. Провязали. 1 зеленая. Вяжем так по узору до конца ряда. Так, далее белый. Провязываем белым. Что у нас там? 1 синяя. Провязываем. 1 синяя. Опять белый. И довязываем ряд до конца. Думаю, с этим вам понятно. Так, довязали изнанку до конца. Пришли на лицевую сторону. Что делаем дальше? Дальше делаем то, что мы все очень любим. Продолжаем вязать по схеме. Смотрите, 5-й ряд. Следующий у нас. Вяжем все по схеме самостоятельно. Провязываем мысок до конца. Нужную нам длину. У меня будет 29 рядов в высоту. Довяжу сейчас до конца. К вам вернусь. Зачистим хвостики и пойдем вязать дальше. Закончили вязать мысок. Что делаем дальше? Вот такой мыс у меня получился. Изнанка. Зачищаем вот эти вот хвосты. Так, вот эти вот нитки у меня тут длинные остались, синие. Я их не обрезала. Потом пригодятся. Так, что делаем? Вот крючком конец нити я прячу, подтягиваю под петельками. Вверх-вниз, вправо-влево. При необходимости можно его разъединить. Если пряжа тоньше, можно сразу подвязать узелок. И опять же эти хвостики попрятать.
нитка зацепилась, не могу его вытащить. Крючок тонкий взяла. И все так, все по одному спрячем, зачистим. Так, теперь сейчас я его буду замерять. 9,5. В обвязанном виде было 9. Высота, ну да, высота вот почти 12. Значит, закончила мысок, закрыла петли. Далее на спице номер 3. Обвязку я буду делать спицами номер 3. Вот эту вот часть, чтобы она сильно не стягивала, поэтому я беру спицы на полномера больше. Далее подошву, все оставшееся полотно я буду вязать спицами номер 2,5. Сейчас по всему мысу я наберу петли. У меня было 29 рядов в высоту. По боковой части у меня будет 29 петель. Середина у меня будет 14 петель и 29 со второй стороны. Так, петли я буду набирать, значит, как я их тут набирала, мне нужна желтая нить и белая нить. Сразу два цвета буду набирать в этот раз. Так, что я здесь сделала? 3 желтых, 3 белых, 3 желтых, 3 белых. 3 желтых, 3 белых набираю. И по изнаночной стороне все их провязываю лицевыми. Первый ряд вот такой вот будет. Так, сейчас подтянем. Белая у меня здесь оставалась с узора, поэтому я белый цвет не подвязывала. Так, сейчас сразу же. Так, с помощью крючка я набираю петли. Кому удобно делать это спицей, можно сразу подхватывать, набирать спицей. По 2 дужки я ввожу крючок, захватываю ниточку и набрала. Так, далее мне нужен желтый цвет теперь. Сейчас я его вот тут подвяжу. Три белым, 3 желтым, 3 белым, 3 желтым. Так наберем по всему мысу петли. Здесь нить перебросила. Три белых набрали. Следующие опять 3 желтых набрали. Так, чередуем, набираем петли и по изнанке провяжем все лицевыми. Так, провязали по изнаночной стороне все лицевыми петлями. Теперь перешли на лицевую сторону. Вот такой вот мыс получается красивый. Далее следующие 2 ряда я провяжу основным синим цветом. По лицевой стороне все петли провяжу лицевыми и по изнаночной стороне вернусь лицевыми петлями. Так, вяжем 2 ряда основным цветом. Первую сняла, все провязываем основным цветом. Теперь желтый цвет обрезала, он нам больше не нужен. Ниточку можно вот так сразу заплести, запутать между нитками. Так, провязываем 2 ряда синим. Перешли на лицевую сторону. Следующие 2 ряда вяжем белым цветом. 2 петли провязываем лицевыми, 1 петлю синюю снимаем, не провязывая. 1 синюю сняла, не провязывая. Опять 2 петли провязала лицевыми белым, 1 сняла. И так вяжем до конца ряда. 2 белым провязала, 1 сняла, 2 белым провязала, 1 сняла. Так, довязываю ряд до конца. Так, что у меня здесь осталось? 3 получилось белым с изнаночной вместе. Переходим на изнаночную сторону. Теперь по изнаночной стороне провязанные петли белого цвета провязываем лицевыми.
А снятые петли будем снимать не провязывая. Первую снимаю. Теперь далее у меня 2 провязанных петли белого цвета. Провязали лицевую 2 петли. Снятую петлю переснимаю. Опять нить завела за работу. 2 петли провязала лицевыми. 2 белых провязала, синюю снимаю, не провязывая. Итак, вяжем до конца ряда. 2 провязали, снятую петлю пересняли. 2 провязали, снятую петлю пересняли. Довязываем ряд до конца. Довязали, перешли на лицевую сторону. Далее все продолжаю вязать белым цветом. Смотрите, заканчиваю делать обвязку. Одна дорожка, зубчик и вторая. Значит, один полный ряд и второй полный ряд. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Провязываю сейчас лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4. Если считать туда и обратно, получится 4 ряда. Все вяжу белым цветом лицевыми петлями. На размер 36-37, если вяжете маленький, то можно провязать всего лишь пару рядов в высоту. Так, заканчиваем обвязку. Все платочной вязкой довязываем. Закончили делать обвязку, переходим к подошве. Так, боковая сторона почти 2 сантиметра. Подошву я начну вязать на средних 12 петлях и буду ее расширять сейчас. Боковые петли до подошвы, до центра я провязала. Можно нить обрезать и сразу начать вязать подошву. Я в этот раз провязала. Теперь провязываю средние 12 петель. Перешла на спицы номер 2,5 опять я. Так, все провязываю лицевыми опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, мысок у меня был 14 петель, подошву я начала с 12. Я так вот делаю. Через один ряд я начну делать прибавки. Развернулась на изнаночную сторону. Опять провязываем все эти 12 петель. Первую снимаю и провязываю до последней все лицевыми. Опять разворачиваюсь на лицевую сторону. И теперь в этом ряду, в конце ряда, я буду делать одну прибавку с боковой спицы. Так, опять первую снимаю, все провязываю лицевыми. Вяжем до конца ряда. Последнюю провязала лицевой. Далее одну петельку добавляю. Провязала лицевую с боковой спицы, подтянула. Развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаю. Было 12, стало 13. Провязываем все 13 петель. И добавлю одну петлю опять с боковой спицы. Провязываем до конца. Провязала все лицевыми до конца. Теперь добавляю еще одну петлю. Расширяем. Так, дальше буду вязать на круговых. Добавила одну. Развернулась. Опять провязываю все лицевыми и добавляю с каждой стороны по одной петле. Значит, я расширю, пока у меня на спицах не будет 18 петель. Если размер 36-37, оставьте 16, на пару петель меньше. Опять же, ориентируйтесь по ширине своей ноги.
Ну вот, я вяжу, сказала бы, стандарт, сколько на заказ сделала, все всегда подходило. Поэтому, опять же, зависит от плотности вязания. Я вяжу вот очень плотно. Так, довязываем ряд до конца, прибавляем петлю и точно так же прибавляем с изнаночной стороны. После прибавок будем вязать, соединяя по 2 петли вместе. Так, прибавила одну, развернулась, нить перед работой и продолжаю вязать. Закончили расширять подошву. Теперь далее продолжаем вязать последнюю петлю по лицевой стороне. Соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной. Соединила, подтянула, развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаю, оставшиеся петли провязываю лицевыми и последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы, 2 вместе провяжу лицевой петлей по изнаночной стороне. Так, последняя петля у меня. 2 вместе соединила, провязав лицевой. Ой, солнце светит, тебя отсвечивает. Развернулись на лицевую сторону, опять провязываем все лицевыми и крайние петли соединяем. Значит, так будем вязать, соединим вот эти вот все петли до конца. Я к вам вернусь и пойдем вязать дальше, что у нас здесь получилось. Вот так вот. Так. Вяжем подошву, заканчиваем. Соединили все петли подошвы. Теперь переходим на боковые стороны. Вот такой следок получается. Ширину 9,5, вот так вот, почти 10. Далее, значит, по подошве у меня было 18 петель. С каждой боковой стороны я наберу по 15 петель. Можно продолжать вязать однотонным цветом. Я вот так вот 2 цвета соединила, чтобы не так, как у всех было. Значит, теперь, смотрите, сразу вот от начала я отсчитала по дужкам 15 дужек, 15 петель. Синим цветом с середины начинаю набор. Так, набираю 8 петель с синим цветом. Сейчас набираю. Один, два. Крючок под 2 дужки. Ввела, захватила, вытянула. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 2 петли белым наберем, 2 петли с синим. Две белым набрала, далее 2 синим. И что у нас остается? 3 петли должно быть. Мы их наберем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И добираем 3 петли белым. И получится у нас боковая сторона 15.
и 15, и посередине 18, 48 петель. Если размер 40 большой, наберите здесь 16, на пару петель больше. С каждой стороны по одной петле еще добавьте. Всего у вас будет тогда 50. Так, добираю еще 3 петельки. 1, 2. И вот еще одну. Вот здесь вот. 3 набрали. Теперь петли подошвы провязываю все белым цветом лицевыми. И точно так же наберу с другой стороны. Так, эта петля у меня была провязана, я ее сниму. Провязываю все петли до конца. Провязали петли подошвы, и теперь точно так же набираем на этой стороне 3 белых, 2 синих, 2 белых. И сколько у нас здесь было? 8 синих. Так, набираем. Три белых набрали. Далее подвязываю синий цвет. 2 синих набираю, подвяжем. 2 синих набрала, далее 2 белых набираю. И 8 синих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И плюс 8. Что у нас получается? 15. Так, набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И обратно по изнаночной стороне возвращаемся. Лицевыми петлями все вяжем. Так, развернулись. Первую петлю снимаю, остальные все провязываем лицевыми. Далее будем вязать все лицевыми петлями, и по лицевой, и по изнаночной стороне. Каждый цвет буду провязывать над своим цветом, без изменений. Полосы вот такие вот до самой пятки. Так, синим провязала. Далее переходим, что у нас здесь, белый цвет. Провязали 2 петли белым, далее 2 петли синим, потом петли подошвы идут у нас, белым цветом провязали. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваю вязать изнаночную сторону, кромочную провязываю изнаночной. Так что у нас здесь получается? Перешли на лицевую сторону. Далее, смотрите, продолжаю вязать все по узору. Синий, 2 петли белым, 2 петли синим, середина у нас белая. И точно так же на этой стороне провяжу до пятки. Сколько у меня здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Я вроде бы 20 считала в начале. Полных рядов до самой пятой. 20. Последний ряд у меня белым цветом. Думаю, было 20. Последний ряд провяжу белым цветом. И вот, не довязывая где-то 8 рядов, 10 до конца, с середины,
я добавлю еще по одной петле. Для чего? Чтобы повыше сделать задник. Ну, меня просили, высокий задник хотят. Любят люди, что поглубже было. Поэтому это при необходимости можно добавить по одной петле. Маленький размер, этого делать не нужно. Значит, далее, что мы сейчас делаем? Продолжаем вязать до пятки. 36-37 размер, как я говорила в начале, провяжем на пару рядов длину меньше, а 40 размер на 1-2 ряда больше. Все здесь без изменений. Все лицевыми петлями. Здесь ниточки перебрасываю. Провязала 2 белым, опять нить перебросила. 2 синим провязала. Далее вяжем белым цветом, что у нас здесь осталось 3 петли. Белым. Далее идут петли пятки, белым цветом провязываем. И точно так же на второй стороне провяжем длину до пятки, я к вам вернусь. Провязали длину до пятки. Теперь далее перехожу, начинаю вязать пятку. Пятку буду вязать на средних 12 петлях. Значит, я здесь добавила по одной петельке. У меня получилось 50 по 19 петель. Я оставила по боковым сторонам и 12 посередине. Теперь боковые петли я перебрасываю на спицу. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Вот так нитку просто перебрасываю. 18, 19. Далее средние петли провязываю. Также продолжаю вязать лицевыми. И крайние петли буду закрывать по 2 петли вместе. Последняя петля довязала до конца. Провязываю вместе с петлей с боковой спицы. 2 вместе закрываю, изнаночной провязала. Точно так же, как я вязала подошву. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю, оставшиеся все петли провязываю лицевыми. И последнюю петлю соединяю лицевой петлей. 2 вместе провязываю. Одна с подошвы последняя, одна с боковой спицы. Так я довяжу подошву до самого конца. В самом конце, ой, подошву, пятку. Вот я путаю подошву, пятку, оговариваюсь. Довяжем пятку до конца, и в конце можно убавить по одной, по 2 петли. Тогда лучшая посадка на пятку получается. Так, довязала до конца. 2 вместе соединила, провязала лицевой. Все, переходим на лицевую сторону. Опять первую снимаем, продолжаем все, вяжем крайние петли, соединяем. Закончили вязать пятку, закрыли петли. Все, здесь я 2 петельки убавила, осталось у меня 10 петель. Теперь далее на спице номер 2 и 5 на 4 спицы по всему верху я сейчас наберу петли и сделаю вот такую вот обвязку. Что я еще хотела сделать, вот не помню, подошву замерить. 23 сантиметра по подошве. Пускаем еще на растяжку. Вот. Теперь белым цветом наберу петли. У меня будет 60 петель. Все точно так же крючок ввела под 2 дужки, захватила нить. Набрали одну петлю. Опять захватила, набрали. Наберем петли и первый ряд по кругу провяжу
все петли изнаночными. Далее буду вязать все петли лицевыми. Вот таким вот методом по всему верху набираю. Смотрите, первый ряд я провяжу все изнаночными. Далее 6 рядов синим цветом я провязала лицевыми, синим 6 рядов. И оставшиеся ряды 7 ряда белым провязала. И всего у меня 13 лицевых рядов. А потом примонтируем это все. Значит, сейчас набираем и провязываем желаемую высоту. Можно сделать на пару рядов меньше. Хотите, чтобы обвязка была поменьше, можно сделать на пару рядов больше. Это уже дело вкуса. Так, вяжем. Провязала я 13 рядов высоту. В сантиметрах это у меня сколько? 3,5, чуть меньше. Теперь выворачиваю наизнанку весь следок. И по изнаночной стороне я буду прикреплять. Первая петля на крючке. Следующую со спицы снимаю. Подхватываю петельку. Первый наборный ряд у нас был белым цветом. Подхватила. Протянула ниточку один раз. И второй раз подвязали. Все, прикрепили. Опять одну сняла. Подхватываю. Вот она петля. Один раз протянула нить и второй раз. Вот так вот я прикрепляю. Опять сняла и подвязали. Так по одной примонтируем все вот эти вот петли. Попрячем хвостики. И на этом будет сегодня все. Я на этом буду заканчивать сегодняшний репортаж свой. Всем спасибо за просмотры, за комментарии. Всем мира и добра. Пока-пока. До новых встреч.